Так что у нас 32 минуты по онлайну. Нас 24 человека. Я думаю, еще кто-то присоединится, но, наверное, по немного можем начинать. Ребят, вы как, готовы? Мы еще не начали, да? Нас еще не видно. Не, нас уже давно видно и слышно. Да, все. Можете поздороваться со зрителями, Всем привет. их 24 человека. Давай, я сейчас на Twitch зайду, посмотрю, что там творится. Так, ладно, тогда мы начинаем. Если мы уже собрались, мы сегодня будем рассказывать про виш-лист. Виш-лист — это приложение, которое мы делали совместно с командами, с Димой, с Виталиком. Так сложилось, что мы были вместе на проекте и классно сработались, и как-то сумели донести это Сереже. И когда у нас клиент на проекте сказал, что все, дальше работаем part-time, Сережа сказал, можете типа начать что-то делать вместе, если будет классная идея, то как бы мы и будем делать какой-то продукт все вместе. Вот. Начну с того, как у нас появилась идея, немножко покажу продукт, а потом передам слово Диме с Виталиком, и они расскажут больше технологическую часть. Значит, какой идеей, как мы искали идею? Идея была, принцип, да, и подход был в том, чтобы решать проблемы других людей. Решать, я решила их по принципу низковисящих фруктов. Это когда ты просто видишь человека, спрашиваешь его, какие у тебя проблемы, так как мы искали изначально что-то что-то бы решило проблемы для нашей команды в целом в Halo. Я просто спрашивала ребят, которые были рядом, и кто-то сказал, что пользуется виш-листом, и да, пришла с Сережей с идеей, что вот было бы круто сделать виш-лист как часть внутреннего проекта какого-то. Вот. Мы начали делать, начали показывать Сереже виш-лист и как это все можно сделать. Он сам пользуется виш-листом и говорит, как бы, да, я пользуюсь, но вот мне так надоело добавлять все руками, то есть нужно добавить и описание, и фотографию, и цену, и много чего другого. И было бы круто, если бы мы сделали продукт, который бы добавлял товары в один клик. Так у нас появилась идея, и я сейчас покажу, как у нас это оформлено. Не уверена, что у меня показывает экран правильно, но сейчас покажу окно. Так. У нас уже готовый виш-лист, то есть это мой аккаунт, это один из виш-листов. У нас есть само веб-приложение, где можно организовать товары, которые нравятся или которые захочется купить. И у нас есть экстеншн в Chrome. Кстати, у нас сегодня такой знаменательный немножечко день. У нас мы первый раз попали на Google Chrome, на Marketplace хромовский в начале января, а сегодня нам буквально апрувнули вторую версию, поэтому можно поздравить, мы уже со второй версией экстеншн на Chrome Marketplace. Вот, показываю, как работает. У нас есть товары, мы серфим по интернету, что-то понравилось, например, мне понравился вот этот подарочный набор. Я перехожу на страничку покупки, нажимаю на Extension, здесь подтягивается имя, добавляю виш-лист, и он здесь должен появиться после апдейта страницы. И вот здесь наш подарочный набор, почему-то не потянулась картинка, но в общем в предыдущем раз подтягивалась сделать пробную версию. Подарочный набор появился у нас в виш-листе. Вот, наверное, моя часть все, и дальше ребята подробно расскажут, что именно они делали, чтобы это все заработало. Так, да, всім привіт, давайте я пошарю.
Супер. Я дам на повний екран. Окей? Да. Все, супер. Extension. Побудований на чистому JavaScript без використання фреймворків, тобто з привичного всім React. Щоб створити extension, потрібно в новому проєкті додати файл manifest.json. Це файл, в якому описується основна інформація про extension. Тут ім'я, опис, версія для маркету і маніфест-версія. Зараз ми пишемо на третій версії, це остання. І є ще друга, і вони досить кардинально відрізняються. І в документації є так і для другої версії, і так і для третьої. Далі, Action. Тут об'єкт, в якому вказується наш головний HTML-файл, який буде в першу чергу запускатися, і іконка самого розширення. Вона повинна бути в форматі PNG. Commands. Тут описані хоткейси, у нас він один для відкриття розширення, і тут можна вказати ще інші операційні системи. Linux, ще і Chrome можна вказати. Permissions. Тут вказується, з чим дозволяється розширенню працювати. В моєму випадку це з табами і storage. Стаби дозволяють підтягувати title таба, URL, що я в подальшому покажу, а storage – це зберігати якісь дані. Cost permissions – це для маркету, теж воно не впливає на роботу. Backgrounds. Тут описується шлях до background скриптів, чи вони є взагалі. Це скрипти, які працюють в фоновому режимі, дозволяють працювати з цим API Chrome. Це і з тими табами, і сториджем, і з створенням відправкою повідомлень на інші скрипти. Таке я покажу в подальшому. Content скрипти – це скрипти, які дозволяють взаємодіяти з відкритою сторінкою, з домом сайту. Або щось вставити в дом, або щось прочитати з дому. Тут я описав, як називається цей файл, і з якими сайтами він дозволено йому працювати. У нас зі всіма. Останній пункт – це також для Play Market. Логінізація. Ми вважаємо, що юзер зареєстрований, і коли в сториджі є збережена ID-шка юзера. І та ID-шка далі летить на бекенд і перевіряється, який саме юзер робить запит. На другому рядку, бачите, я зчитую ключ. Окей, це є наша ID-шка. І перевіряю, чи вона прийшла. Якщо вона є, тоді на 39-му рядку я замінюю попап з логінізацією на загальний попап, де можна саме додати продукт. Окей. Якщо цього ключа немає, відправляємо запит refresh, з яким летить пука, і відповідь повинні отримати юзера. Якщо юзер прийшов, там токен валідний, тоді відбувається запис цього ключа в storage ключом key. Також зберігаємо user pick, це зображення, і та сама строка замінюємо попап на інший. Якщо юзер не прийшло, відповідь юзер не залогінений, відкриваємо сайт і просимо юзера залогінитися. Так. Background скрипт. Як я казав, скрипт, який дозволяє працювати в фоні. Нам потрібно, щоб коли ціль була, щоб при нажиманні на одним кліком ти додаєш товар собі на сайт. І отже, коли ми відкриваємо extension, у нас вже повинна бути вся інформація з сайту. Як і ім'я товару, ціна і картинка. І в цей момент відслідковується якраз в цьому background скрипті, дозволяє. Chrome Tabs Update. Він відправляє меседж. Зараз про цей меседж розкажу. Також, коли ми переключаємось по табах, на один сайт включили другий сайт, в той момент також повинно считатися з всіх необхідні дані. Send message. Тут ми дивимося, з якого саме сайту, з якого табу ми зараз намагаємося відправити повідомлення.
Це повинно бути активне вікно, активний таб, callback функція набор дає таб, і ми вже беремо URL сайту і ID. ID є необхідним для відправки повідомлень на інші скрипти. Сайт тут може бути інший якийсь параметр. Ще раз кажу, ми це робимо, щоб контент-скрипт знав, в який момент саме считати дані зі сторінки. Тепер от контент-скрипт. На першому рядку він приймає повідомлення, меседж. На другому ми перевіряємо, чи співпадає регулярка. Це приклад просто для сайту розетка. У нас значно більше сайтів зараз є, які ми парсимо. І якщо це розетка чи якийсь піддомен розетка, тоді ми відкриваємо інспектор, дивимося, який нам клас потрібно саме. Це product title, вписуємо і допомогою таких нативних JavaScript методів, як getElement by class name, by ID, by tag name, витягуємо необхідний нам параметр. То я витягнув назву товару, ціну, картинку. Далі я їх відправляю на функцію допоміжну. Перед тим обрізую пусті, забираю пробіли на початку, в кінці, коректую ціну символ. І в цій функції Save Parse Data зберігаю в сториджі під ключом Parse Data JSON об'єкт з тими даними, які я витягнув для того сайту. А якщо це у нас не розетка чи який інший сайт, то я просто зберігаю пусті поля. Так, ага. Також вирішили додати, що парсити сайт можна було, що можна було зі сайту додати тільки URL, і тобі вже повернуло також всі спарсені дані сайту, які нам потрібні, це ціна і картинка. Для тих, хто не використовує розширення. І, наприклад, це в мобільних браузерах Chrome, наприклад, не можна встановити розширення, тому там ти можеш просто додати URL, тобі поверне якісь дані. Извини, Виталик, извини, перебью тебя. Вот у нас вопрос. Для каждого ли магазина отдельная такая функция идет с if-else, с проверками, или как это работает? Так, це для кожного окремого магазину. Зараз я розказую про парсер, який для всіх сайтів працює. Але, щодо повернемося добре до цього, URL extension дозволяє URL взяти будь-якого сайту. Для URL не потрібно перевіряти, шукати ім'я, продукту, ціну і картинку. URL ми можемо взяти в будь-який момент. Тобто ти відкрив екстеншн, тебе поле ім'я пусте, але URL ти маєш полюбе. І ти записуєш тільки ім'я і зберігаєш. І вже на самому сайті ти можеш додати по бажанню картинку якусь і ціну прописати вручну. Також повернемося сюди. Тут ще всі зрозуміли, що, наприклад, заходиш на сайт і хочеш вручну додати собі товар. Ти просто прописуєш URL, тобі парсер витягує ім'я, картинку і ціну. Встановив я саме парсер URL метадата. Я їх багато встановлював, штук 5. Цей найбільш коректний, менш більш коректний. Він повертає такі дані, як title, description, image, price, JSON, name. От для ім'я, наприклад, стоїть, що перший пункт, якщо є name, то нехай буде name. Це іноді немає ніяких, тут все undefined, і є тільки title. В тайтлі там може бути не тільки назва продукту, а ще якась додаткова, який це сайт, де купити, номери телефону сайту. От є в цьому нюанс тих парсерів. Можливо, є якісь кращі, ще не знаю. От. Це я створив endpoint, за яким ти відправляєш URL, тобі відповідь приходить пропарсене ім'я, картинка і ціна. Ну, в мене все. Діма, продовжиш? Сейчас мы запустим свой кусок. Давай. Так, все видно, слышно? Да, супер. Все, полетели.
Так, по поводу регистрации. С регистрацией, конечно, можно было заморочиться поменьше, но так как мы решили, а давай попробуем написать свой сервак, мы уже решили сюда и GVT подрубить. Ну, секьюрности какой-то такой нам прям большой там не надо, потому что каких-то платежных данных, личных данных, каких-то документов пользователей мы не храним, там помимо какого-то пароля, почты и всего прочего, что необходимо для работы сайта. Но мы все равно решили попробовать поиграться с GVT и сделали сервак на Mongo, использовали Express. Сам сервак нам вдаваться в подробности не будем, у нас просто там есть определенный там набор таблиц, грубо говоря, у нас есть там объект с пользователем, объект непосредственно с токенами, также у нас есть список всех виш-листов, которые там хранится, грубо говоря, по ID-шке пользователя, название категории и все айтемы, которые там есть, и непосредственно список всех пользователей. Я сейчас хочу рассказать о авторизации, потому что это, наверное, один из двигателей, почему мы выбрали именно писать бэкэнд вручную, и, наверное, одна из его таких крупных составляющих. В принципе, о GVT, думаю, все знают. Вкратце расскажу. GVT или JSON токен просто представляет собой строку, которая получается на основании определенных JSON данных. Он состоит из хедера, пейлода и сигнатуры. В принципе, что у нас хранится в хедере, это какая-то информация, например, в основном это информация о типе самого токена, то есть у нас это GVT, и алгоритм шифрования. Обычно они стандартные, там мало кто меняет. Непосредственно в пейлоде хранятся какие-то данные о пользователе, то есть туда можно запихнуть все, что угодно, начиная там от почты, айдишника, какой-то роли, имени и всего, что угодно. Но самое основное в GVT это вот конкретно третья его часть, а именно подпись, сигнатура, потому что это именно тот ключ, по которому сервер определяет, валиден ли токен или не валиден, и используя как раз вот этот ключ, используя вот этот ключ, как раз повышает секьюрность и почему все любят GVT. Он представляет, получается, из себя просто набор предыдущих двух пунктов, то есть хедера и payload, который шифруется, используя секретный ключ. Вот как у нас на серваке выглядит непосредственно сама модель токена. То есть у нас есть для хранения токена мы используем отдельную таблицу, в которой хранится информация о пользователе. То есть там просто ID-шка пользователя, refresh токен. Также у нас еще есть булевое значение, то есть remember. Насколько долго пользователь заходит в систему. Если с галочкой remember это кажется около часа, его выбрасывает, без там, соответственно, кажется, до 30 дней. Также, опять же, про сервер прям все рассказывать не буду, но если вкратце, то у нас сервак, в серваке лежат две папочки еще, это сервисы непосредственно моделей, а также сервисы, модели и контроллеры. Непосредственно в самих сервисах мы обрабатываем как-то информацию, а с помощью контроллеров мы получаем данные. Наверное, начну с контроллеров. То есть непосредственно куки мы прикрепляем на самом сервере. То есть мы используем HTTP only для того, чтобы куки было невозможно, практически невозможно никак подделать. И непосредственно, сами куки определяет только сервак. Что касается регистрации. Регистрация у нас, в принципе, простая. Мы получаем пароль и почту пользователя, после чего происходит валидация этих паролей и почты. Мы для этого просто используем экспресс-валидатор, который, единственная функция проверить то, что данные, там, пароль это строка, и то, что почта это почта. Он тоже представляет из себя строку, что левого ничего не прислали. Далее мы проверяем, если данные пришли, данные валидные, то проходим дальше, если нет, мы выбрасываем ошибку. Данные мы получаем из боди, и дальше мы используем наш сервис.
Сервис принимает эти данные и смотрит, есть ли в модели пользователя такая почта. Если данной почты нет, значит мы выбрасываем ошибку, что пользователь уже в нашей базе данных существует и регистрация не проходит. Так что еще интересно из этого рассказать, то что по поводу самих паролей. Как я уже выше говорил, что секьюрности какой-то большой мы не добивались, но мы хотели все-таки использовать какие-то более-менее стандартные правила для построения сервера, поэтому мы решили именно хэшировать пароли, а не шифровать. Почему мы именно хэшируем пароли, а не шифруем? Потому что если нашу базу данных, ну, допустим, кого-то стрельнет в голову взломать, то если наши пароли будут зашифрованы, с большой вероятностью злоумышленник получит не только доступ к нашей базе данных, но также к этому ключу, по которому были зашифрованы пароли. А с помощью Bcrypt мы именно хэшируем пароли. Это однонаправленная операция, то есть мы получаем какой-то абракадабру, набор, просто текстовую строку, которую невозможно обратно расшифровать. И как же происходит сверка паролей? У Bcrypt также есть функция сверки паролей, которая в итоге просто по вот этому же захэшированному ключу проверяет, если такой пароль в базе данных, если нет, тогда, извините, вы не зайдете. Да, наверное, тоже, что не совсем касается регистрации, потому что мы сейчас логинизацию в экстеншн немножко переделали. Она идет непосредственно с самого сайта, но раньше мы использовали мейлер. Мы отправляли зарегистрированному пользователю на почту письмо с ключом, по которому он получал доступ к нашему экстеншену. Так, непосредственно после того, как прошли все валидации, создание паролей и прочего, мы генерируем с помощью JSON Web Token наши ключи, то есть мы уже передаем эту работу непосредственно к нашим сервисам. JSON Web Token у нас генерируется также очень просто. Мы импортируем сюда модуль и генерируем наши два токена. Туда мы передаем опять же payload, время, по которому сколько будет жить наш токен, и секретный ключ, по которому он будет шифроваться. Ну и дальше, как я уже рассказывал, происходит валидация refresh и access токенов, ну и все остальные вещи. Кстати, еще один важный момент. Очень много вопросов по поводу того же, где же хранить access и refresh токены. Мы решили, что access токен, так как он менее секьюрный, мы сохраняем в local storage. Refresh же токен мы решили хранить в куках. Ну, приходится, правда, гонять его туда-сюда. Получается все-таки некоторое подобие старых сессий. Но чтобы не делать какие-то защищенные роуты, мы просто используем refresh токен для валидации наших пользователей, то есть понять, что конкретно какой это пользователь, найти его в базе данных, используя refresh токен. Мы можем получить ID-шку и потом же опять же понять, зарегистрирован он в нашей, залогинен он сейчас или нет, потому что если пользователь не залогинен, после выхода с системы все токены удаляются. Так, если что касаемо вкратце клиентской части, опять же, реализацию на фронте, думаю, показывать бессмысленно. Много кто ее делал. Из интересного, что можно рассказать на клиенте, это то, что мы решили, Axios, конечно, сейчас не поддерживается, но все его используют. Я очень люблю Axios. Поэтому в этом же проекте мы решили тоже его сюда притащить. И с Axios есть интересные такие интерцепторы. Что делают интерцепторы? Чтобы каждый раз на запрос к серваку не вешать куки вручную, интерцептор перехватывает запрос, берет наш access токен, как я уже говорил, который хранится в local storage, и цепляет его к запросу. Если же наш запрос по какой-то причине выдал статус 401, то есть пользователь не авторизован, срабатывает интерцепторный респонс, который проверяет, действительно ли был запрос, то есть в какой статус пришел 401, есть ли error конфиг с этим запросом, и не было ли уже попытки повторно отправить запрос. Это очень важно, потому что если мы не будем проверять
на предыдущую попытку отправления запроса, у нас просто все зациклится, и запросы будут идти бесконечно, пока мы сессию не убьем. И после этого он смотрит, да, если еще делает один запрос на сервер, да, если действительно просто была какая-то баг, ошибка, и пользователь авторизован, повторно отправляется предыдущий запрос. Так, у меня, наверное, все. Дальше немножко Виталик расскажет про авторизацию с помощью Гугла и Фейсбука. Виталик. Так, пока там... Меня сейчас слышно, да? Да. Пока Виталик настраивает презентацию, я немножко на вопросы отвечу. Да, получается, цены у нас не обновляются, потому что у нас парсер работает, по сути, на стороне клиента. То есть, на стороне клиента и на стороне самого экстеншена. То есть у нас сервак не ходит по сайтам, не проверяет, не мониторит постоянно цены. Поэтому цена добавилась, она фиксируется, но у вас есть возможность изменить все элементы, которые были добавлены в список виш-листа. Увидели, цена поменялась, либо удалили, спарсили еще раз, либо изменили руками. Все. Так, мені презентацію видно, так? Да, твой экран виден. Окей, супер. Логінізація з допомогою Фейсбуку. Було встановлено пакет React Google Login. З нього імпортувався Use Google Login, і функція Sign вішалася на on-click кнопки. Якщо спрацювало все вдало, виконувалася функція onSuccess. І відповідь функція отримала респонс від Google. Там було багато різних полів, і email, і ID-шка, і токен. Нам, по суті, потрібен був тільки email, щоб зробити вхід юзера. Але ми вирішили далі грати ігру з токенами і відправляємо на бекенд токен. От з правої сторони в нас вже бекенд. Отримуємо ми цей токен, створюємо клієнт. Клієнт передаємо просто ID-шку від Google. Далі цей клієнт перевіряємо на валідність токен, отримує тікет. З тікета вже отримуємо payload, і там вже це необхідна дані, які ми, в принципі, могли витягнути тут з фронту. І якщо цей емейл є перевірений, ми запускаємо функцію Create Account Google Login. Це функція, яка отримує цей емейл і дивиться, чи він у нас є в базі даних. Якщо він у нас там є, то просто відбувається логін. Якщо його нема, то запускається реєстрація, створюються відповідні токени і вхід відбувається. Так. Щодо Фейсбуку, так, аналогічно теж встановлений пакет, з якого вже імпортується компонента готова, на неї вішається callback, response Facebook. У відповідь також отримуємо всі необхідні дані юзера, ім'я, зображення, емейл, і токен. Вирішили далі. Відправляємо на бекенд токен. І там також, використовуючи API Facebook, витягуємо з того токена дані. А тут ми формуємо запит, URL, відправляємо ID юзера і токен. І якщо ми ще стикнулися, і відповідь ми отримуємо дані за логінного юзера. З чим ми стикнулися, що аккаунт Facebook це можна створити, не прив'язуючи його до емейлу. Ми вирішили, що таких юзерів ми не будемо робити вхід чи реєстрацію. А якщо все ж таки аккаунт прив'язаний до емейлу, тоді запускається та функція, про яку я говорив, яка перевіряє, чи емейл є в базі даних, чи його нема. Так, все. Трошки про бекенд сам, що ще не сказали, він написаний на фреймворку Express. База даних у нас Mongo, задеплоєна вона на клауді, на облаці. Для роботи з базою підключений Mongoose. Це для створення моделей і для опису їх схеми. Також для валідації
payload, який ми відправляємо, використали експрес-валідатор NPM-пакет. Він підключається як middleware, от функція body, параметром іде поле, яке ми хочемо провалідувати, і далі самий валідатор. Тут ми перевіряємо, чи це є дійсно email, пароль перевіряємо його довжину, і тут на 24-му рядку перевіряємо, чи це дійсно є строки. Можна перевірити. Далі в контролері ми перевіряємо, викликаємо функцію з експрес-валідатору validate і дивимося, чи валідація пройшла успішно. Якщо не успішно, то виводимо помилку get request. Окей. Також ми ще написали middleware, який перехоплює refresh токен, валідує його і повертає нам об'єкт user із його полями ID-шкою, емейлом, те, щоб додатково не відправляти ще в повітрі емейл. І ще якісь зайві дані, які можна витягнути було з токена. Все в мене. Далі Діма. Так, теперь еще немножко про то, что, как и почему мы юзали. Я знаю, что не все ребята, конечно, у нас адепты нативных решений, но видел очень много кода, где часто разработчики используют почему-то какие-то нативные решения, то есть для форм. Но нами было принято решение использовать формик. В принципе, формик очень удобен именно для работы с формами, потому что он имеет в себе уже много готовых решений. Его достаточно просто развернуть, обслуживать, кастомизировать и прочее. Сейчас на слайде вы видите базовую модель формика, то есть она взята из документации. Если вкратце, мы просто импортируем определенные компоненты с пакета формика. У нас есть непосредственно сам базовый компонент и форма, которую оборачиваем в формик. То есть формик принимает в себя начальное состояние, которое является объектом с полями. Также мы можем передать туда объект валидации. Опять же, на этом слайде он кастомный, но зачастую также можно дополнительно к формику использовать пакет UB. Наверное, чуть позже я покажу в коде. И непосредственно вешаем на форму сам обработчик, который также принимает в себя определенные параметры. Их там очень много, в доке все написано, углубляться не буду. Но основное то, что это values. То есть он прослушивает все события, которые происходили на форме. И если наше поле там было изменено, то именно в values попадают результаты. Ну и дальше мы отправляем уже непосредственно наш запрос. Так, что еще из этого интересного? То, что, я думаю, многие знают, есть такая функция debounce, которая очень, например, полезна, если вы работаете с какими-то платежными данными. Например, чтобы не нажать миллиард раз на оплатить какой-то счет, и ваш потом не прошел уже этот миллиард транзакций, и не сняли все ваши миллиарды, миллионы гривен с карты. Есть такая функция debounce, но в формике ее можно не использовать, потому что, как я уже говорил, у него очень много всяких полезных опций, и одна из них это поле isSubmitting, которое вот как раз тут навешено. То есть он контролирует отправку формы. Если форма была уже отправлена, isSubmitting становится true, соответственно, кнопка отправки у нас блокируется. Чтобы ее снять, мы можем либо просто повешать на всю форму какой-то фокус, то есть по нажатию на форму, либо на любой из полей формы, isSubmitting мы переводим в состояние fails, и она опять кнопка отправки у нас активна. Либо же, как здесь на примере, мы просто можем обернуть нашу отправку данных в set timeout, и, например, по истечении полсекунды наша форма опять становится активной. Отправка формы опять становится активной. Вот, в принципе, касательно самих полей формы. То есть, опять же, мы их импортируем из формика. Для того, чтобы развернуть форму, можно использовать callback, который, опять же, принимает определенный набор методов. Тут мы вытягиваем isSubmitting.
и просто используем эти поля. Мы туда передаем тип непосредственно и название поля. Почему нужно передавать название поля? Потому что под капотом формик связывает наше initial value непосредственно с самими полями формы, и, в принципе, так и происходит эта магия. Также мы можем использовать какие-то кастомные поля. Вот здесь, например, на слайде мы используем нативное поле формика для отображения ошибок. Но также мы можем сделать свой input, который, в принципе, справляется почти со всеми нуждами. Если нам по какой-то причине этот input не подходит, непосредственно написать какое-то другое поле, селектор, какой-то option, я не знаю, можно сразу непосредственно в самой форме и там уже его кастомизировать, потому что все состояния формы, опять же, можно прокидывать через callback. Вот, в принципе, такой кастомный input мы использовали у себя на проекте, то есть он достаточно гибкий, его можно настраивать, передавать какие-то определенные пропсы, стилизовать, и также внизу мы сразу выводим ошибку поля, если она такая была. То есть, как опять говорил, мы можем получить непосредственно с самого формика два поля, которые нам для этого необходимы, то есть непосредственно поле с ошибками и информацию о том, был ли фокус на данном инпуте, либо его не было. Так, по формам, в принципе, все. Далее перейдем к еще одной, я думаю, интересной фишке. Это связанное с переводом, то есть с языками. Для того, чтобы управлять языком. Наш сайт вообще доступен в двух вариантах локализации. Либо это английский язык, либо это украинский язык. По дефолту у нас стоит английский язык, и для того, чтобы всем этим делом управлять, мы используем React i18 Next в его, наверное, базовой стандартной конфигурации, то есть здесь тоже ничего особенного, просто мы указываем, что по дефолту fallback это английский, и доступные списки языков — это английский и украинский язык. Тут, конечно, пришлось немножко заморочиться с самим переводом, потому что данный пакет находит в корне нашего приложения в папке public файлы с переводами, и непосредственно уже в этих файлах с переводами нужно указывать объекты. Можно делать обычные объекты, вложенные объекты, и непосредственно там уже указывать конкретно название поля и перевод. То есть на каждый чих, то есть на каждую какую-то строчку текста нужно было необходимо вызывать функцию перевода и туда уже передавать непосредственно поле самого объекта. И для того, чтобы понимать, какой язык использует наш пользователь, мы отслеживаем язык браузера. Там, где мы вызываем функцию i18end change language, непосредственно происходит отслеживание браузера. То есть мы смотрим, если язык браузера пользователя английский, то, естественно, мы используем английский, украинский. Если любой другой язык, отличающийся от данных, тогда мы используем по дефолту английский язык. Сейчас, наверное, чуть-чуть запалим наш GitHub. Так, видно меня? Да, вот, перетащилось. Опять же, я говорил про Юб. Это у нас поле с настройками нашего пользователя. Вот. Использовать Юб достаточно легко и просто. Просто мы создаем объект, который имеет в себе поля с нашей initial даты. И сюда мы просто пробрасываем определенные конфиги валидации. Либо это же может быть свои какие-то конфиги. Опять же, вас никто ни в чем не ограничивает. Вы можете использовать как стандартные валидашки из Юпа, либо прописывать какие-то заоблачные свои, кому как нравится. И вот, что касается перевода. Чтобы использовать перевод, как я ранее сказал, мы вызываем и с помощью деструктуризации как раз достаем функцию, которая триггерит наши объекты с переводами. То есть вот у нас есть, например, уже локализованный объект с ошибками, и оттуда мы уже вытягиваем непосредственно сами фразы. То есть это там невалидный email, короткий там и прочее. Так, вернемся к нашей презентации.
Да, также у нас есть, в принципе, глобальный компонент, который отвечает за изменение языка. Тут, в принципе, все то же самое, что и на предыдущих слайдах, просто, опять же, мы сохраняем наш язык в local storage, и уже в зависимости от того, какой язык там хранится, после того, как пользователь залогинился, мы уже, мы уже используем тот или иной язык. Так, и дальше уже продолжу. Не фишки, в третьем инструменте, который мы использовали в нашем проекте, это без редакса никуда, а с редаксом очень хорошо. Поэтому мы решили не использовать стандартный Redux, потому что там очень много boilerplate кода, а Redux Toolkit, я думаю, большинство или практически все наши разработчики с ним знакомы. Он позволяет намного сократить код, и самая главная фишка, наверное, в Toolkit — это то, что наши данные, наш стейт не нужно постоянно копировать, то есть он у нас мутабельный, мы можем его изменять напрямую. На слайде вы видите, в принципе, стандартное развертывание Redux Toolkit, то есть у нас есть определенный слайд с экшенами, которые мы потом просто экспортируем и напрямую уже используем в коде. Дальше будут примеры. По поводу инициализации тулкита, что хорошо, то, что в нем по дефолту идет встроенный Redux Func для работы с асинхронными экшенами, а также инструменты разработчика. То есть нам не нужно в конфиг их прокидывать, все идет с коробки по дефолту. Вот, непосредственно к самому использованию, вот, например, у нас сам редюсер пользовательский, в котором есть несколько экшенов, то есть засет от юзера, загрузки и прочее. Как видите, как в обычном редаксе мы не копируем стейт наш, мы просто напрямую изменяем его поля. И для работы с асинхронными экшенами ничего нового, просто мы используем старый добрый Redux Func и также просто диспатчим все наши экшены. Кода реально намного меньше, и это более понятно, мне кажется, и намного проще, чем использовать обычный Redux. Так, в принципе, у меня все. Дальше Віталік. Save image on AWS. Для чого це нам? Ви, можливо, помітили, що на сайті можна завантажити свій user feed. Так як на сервер розвернутий на Heroku, а Heroku не дозволяє зберігати медіафайли, ми вирішили, що було б добре десь на стороні зберігати зображення, завантажувати зображення, а відповідь отримувати URL. І цей URL вже зберігати на Heroku. Ми обрали AWS для цього, Amazon Web Service. На фронті просто перевіряємо цей файл, якого він типу. Також перевіряємо на максимально допустимий розмір і відправляємо вже формуємо запит handle upload. Тут створюємо клієнт від AWS, передаємо файл об'єкт s3config. Там він себе включає ID-шку, secret key, папку, в якій буде лежати ті всі картинки, префікс, тобто як називатиметься зображення, і розташування серверу, в якій країні. Далі це синхронна робота, і ми робимо запит, от якраз await upload файл. В цей момент ми завантажуємо файл на AWS. І як відповідь, якщо ми отримуємо статус 204, значить нас завантажувалось, і в цей момент update user peak відправляємо на наш же бекенд URL-адресу нашого зображення. Так, це все, це достатньо. Я продолжу. Да, спасибо, я продолжу. У меня пару лирических отступлений. На самом деле, с точки зрения технической, ребята все рассказали. Я расскажу немного о том, как мы размещались на маркетплейсе. Перед тем, как... Так видно? Как мы размещались на маркетплейсе. Идея в том, что... Если слышу эхо. Идея в том, что на всех форумах написано, что это очень сложно, долго,
и будет много попыток. И мы, в принципе, были готовы к тому, что у нас не выпустят с первого раза на Marketplace. Поэтому идея была в том, чтобы сразу выпуститься, посмотреть, чем раньше, тем лучше, посмотреть, что можно с этим сделать, и дальше оттуда уже плясать. Вот, поэтому мы запустили первый раз на Marketplace, у нас практически ничего не было готово, у нас был просто готов экстеншн, самого веб-приложения не было. Нас, конечно, не пропустили, нам сказали, что вот вам такая, не помню, как называлась наша ошибка, но вот вам карточка, и да, мы вас не пускаем дальше. Второй раз, когда у нас уже был готова веб-эп, запустились, нам сказали, что ошибка в Terms of Use не хватает на сайте, быстро сгенерировали, и меньше чем через 3 недели мы уже были на Marketplace в первый раз. Вот. После Marketplace, когда мы опубликовались, можно было привлекать первых пользователей. У нас было первых 10 пользователей, такой в себе фокус-группа. Ребятам, с которыми мы работаем, просто скинули ссылки, попросили зарегистрироваться, и они дали первую обратную связь. И получилось точно как в анекдоте с QA-щиком, который заходит в бар, да, заказывает пиво, потом минус одно пиво, да, потом приходит реальный клиент, и в принципе ничего, там горит весь бар, да, и ничего не происходит по плану. В общем, у нас точно так же получилось. Получили классный фидбэк от ребят и обрабатываем, и, наверное, будем что-то менять и смотреть, как можно сделать продукт лучше. Вот. У меня все, я не знаю, мой экран не видно, наверное. У нас все, наверное, может быть вопрос. Що? Можливо, якісь запитання були в твічі? Ми не бачимо. Ну, некоторые зачитывал, когда Дима рассказывал, он сам что-то видел. Вот тут Александр Одесса спрашивает, какие у нас планы новой фичи, ну, на будущее? Пока, мне кажется, больше фиксить у нас планы, нет? Текущие. Да, на самом деле в планах сделать продукт достаточно понятным и, наверное, немножко подстроить его под нужды пользователя, потому что мы смотрим, что разные категории людей по-разному его используют. Кто-то то есть совершенно не так все прямолинейно, как мы себе задумывали. Да, еще вот вопрос по поводу каких-то больших глобальных проблем, с которыми вы стыкались в ходе разработки самого продукта, и, возможно, на стадии идеи еще, возможно, вы там как-то думали одно, потом получилось совсем другое, как это было? Стадия идеи это было на протяжении всего проекта. Потому что вначале думалось одно, потом другое, менялись дизайны. Были проблемы с авторизацией, были проблемы особенно с парсером. Нужно было как-то подружить сам экстеншн с сайтом. Не, кстати, по поводу технологий у нас споров не было. Были, я же говорю, проблемы то, что экстеншн сначала у нас не хотел заводиться, потому что мы не знали, изначально не совсем понимали, как подружить экстеншн с сайтами, со всеми, которые нам нужно было. То есть потом нужно было подружить экстеншн непосредственно с нашим сайтом. Да, были проблемы с куками, потому что изначально у нас сервак и клиент лежал на разных доменах. Мы на это внимание не обращали, но потом, когда дошло дело до теста, Safari, спасибо ему большое. Ну, проблем никаких особо потом не возникло, просто пришлось на сабдомен перевести на сервак, и все заработало. Ну, это, наверное, тоже одна из проблем, с которой мы столкнулись. Ну и, не знаю, там в процессе, в ходе разработки какие-то там все по мелочи, что-то не запускалось, что-то не работало. Да, мы сначала, кстати, не совсем, думали, что обойдемся как-то без редакса.
хотели, в принципе, использовать контекст, но потом стало понятно, что мы будем в итоге добавлять какие-то новые фичи, какой-то новый функционал. Например, тот же архив, у нас есть возможность не просто добавлять наши айтемы и категории, а есть возможность архивировать наши айтемы и потом обратно восстанавливать их с архива. Поэтому постоянно что-то дописывалось, переписывалось, миллиард раз менялись endpoinты, менялся бэкэнд, потому что приходили какие-то, опять же, новые фидбэки, появлялись какие-то новые идеи, и как бы сначала писалось все ради того, чтобы работало, потом все это немножко переписалось ради того, чтобы было более-менее красиво, а потом все опять же писалось ради того, чтобы работало. И это, наверное, какая-то жизненный цикл этого продукта, вот так все по кругу, ну, довели до какого-то рабочего состояния, дали людям потрогать, опять же получаем фидбэк, опять же нужны какие-то исправления. Спасибо, кстати, нашим тестировщикам, потому что сразу все баги замечены не были, опять же, с той же регистрацией. Были проблемы изначально, когда пользователь заходил, там у него не было каких-то там данных, например, тех же фото, каких-то там, не знаю, какой-то еще информации о себе. То есть это все по ходу разработки, по ходу того, как рос проект, все это правилось, дополнялось, улучшалось и прочее, прочее. Хочу еще добавить по поводу проблем, которые возникали и как мы их решали. У нас была одна из главных проблем в том, что ребята работали part-time, и у нас был не готов дизайн. А дизайнеры, нам очень сложно получить дизайнера на проект на внутренний, потому что все распределены среди клиентских. И у нас было сложно вначале как-то сконнектиться со всеми вместе. То есть то мы сделали proof of concept. Не было дизайна, мы начали делать приложение само по себе, потом появился дизайн, потом мы переделали дизайн. Потом там кто-то заболел, потом у нас был период, когда Дима был на проекте, на виш-листе, а Виталий болел. Потом Дима пошел на проект клиентский, Виталий вышел. Ну, короче, вот это вот было очень сложно иногда сконнектиться. И у нас ребята разработчики, а еще кроме разработчиков у нас Моис руководил дизайном, и Катя была QA-щиком. И иногда собрать всех вместе, это было сложно. Вот. По поводу монетизации вопроса, пока я вижу два способа монетизировать. Это либо размещать рекламу, да, делать это как marketplace, не marketplace, а как делать как просто рекламу, размещать там рекламу. Второй вариант — это делать какой-то платный тариф с дополнительными фичами. Вопросы? Алло, чатик. 21 человек не могут написать 2 вопроса. Где активность? Кажется, мы все ответили. Ну да, там, в принципе, уже по времени мы подходим к концу. Обычно мы там на час больше стараемся не растягивать. Ребят, спасибо, очень прикольный доклад. Я думаю, все зайдут, покликают, посмотрят, как это работает. У нас появится своя какая-то большая публика и группа тестировки побольше. И я сегодня, думаю, смонтирую видео, оно попадет на YouTube, я туда добавлю ссылки на сайт, возможно, еще какое-то там описание будет интересное, так что видосик наш, я думаю, все еще посмотрят, и там до ближайших выходных у нас поднимется аудитория и круг пользователей нашего прекрасного приложения. Спасибо всем за крутой доклад, спасибо зрителям, которые пришли послушать это все. Спасибо за организацию, Стас. Да, все супер, ничего сложного. Ставим лайки каналу и подписываемся на наше обновление. Всем пока. Спасибо. Да.